Добрый день всем зрителям канала Natus Windsor. Мы находимся в Scandic Elm. Это отель рядом с местом проведения DreamHack Summer 2015. И со мной рядом Игорь Сидоренко, также известный как Кав. Игорь, привет. Привет. Как дела? Отлично. Я знаю, что несколько команд Natus Windsor здесь. Это составы по Heroes of Storm, по Counter-Strike и по Dota. И все они добирались разными путями. Почему было принято такое решение о том, что каждая команда поедет по-своему? Почему вы не поехали вместе там, на одном большом развеселом автобусе Нави? Ну, на самом деле это очень просто, потому что у каждой команды был свой план, в общем-то, и на турнире, и до турнира. Наш Counter-Strike состав до этого играл на турнире в Стокгольме, поэтому они добирались, у них был после этого еще буткэмп в Стокгольме, следовательно, они сюда уже ехали так по своей собственной программе. Наши хоттеры, в общем-то, они все, так как летели не из Киева, они все летели из своих городов, они собирались во Франкфурте и уже из Франкфурта летели вместе. Вот. Ну, а Dota состав вылетал из Киева, но мы вообще, честно говоря, должны были прилететь только сегодня во второй половине дня, потому что небезызвестные, так сказать, проблемы с визой Вани, вот, но благополучно мы ее получили на день раньше, поэтому приняли решение сразу же вылететь вчера. Прилетели, ну, вообще сюда приехали поздно ночью, но, по крайней мере, хоть выспались и сегодня готовы, в общем-то, играть. Ну, вот. Шикарно. Насколько я знаю, ты в Нави уже отошел от менеджмента команды, все-таки ты здесь с составами. Расскажи вообще, чем ты занимаешься в Нави и почему там нет, допустим, Евгения Ерофеева здесь, который является менеджером ведущим у Нави? Ну, я занимаюсь, сейчас я на позиции операционного директора, занимаюсь я в основном, в общем-то, и всеми составами в том числе, спортивную часть все-таки курирую, так или иначе. Вот. Сюда я приехал, потому что Женя не смог, не успел получить свою шенгенскую визу, потому что занимался визами Акбара и Вани, вот, поэтому я его, так сказать, подменяю здесь. Ну и плюс я хотел приехать, познакомиться непосредственно лично с ребятами нашими хоттерами, посмотреть на их игру, поболеть за них, решить несколько таких как бы деловых вопросов, в общем-то, так что, по своей программе в том числе. Уже несколько раз ты сказал о проблеме с визой у Вани, проблемы с Жене Ерофееву пришлось делать визу для Акбара. Насколько вообще часто Нави сталкиваются с действительно серьезными проблемами во время оформления виз для игроков, то есть за всю твою историю? На самом деле это было очень, немного таких проблем, потому что в последнее время у нас, в общем-то, все наши старые, скажем, игроки, у них мультивизы, там двухлетние, трехлетние. Поэтому с этим у нас проблем не было. В данном случае, так как мы взяли новых игроков, в частности Акбара и Ваню, у Вани был, по-моему, там он потерял паспорт, то есть мы делали ему новый паспорт, обновляли американскую визу, ставили китайскую визу, нужно было делать Шенген. У Акбара, в общем-то, тоже паспорт подходил к концу, нужно было та же самая процедура, в общем-то, вот, поэтому, собственно, с ними были некоторые сложности. В основном, на самом деле, очень часто у нас проблем, надеюсь, не так много, да. Ты занимаешь должность операционного директора, сейчас ты здесь с командами. Какие плюсы работы с командами? То есть есть ли какой-то экшен в работе с командами, которого нет в работе операционного директора? То есть вы какие-то плюсы, минусы разнести, что тебе больше нравится? Прежде всего, живое общение, скорее всего, потому что, во-первых, так как в основной менеджмент, топ-менеджмент Нави, точно так же бывшие геймеры, да, то мы общаемся с игроками, стараемся понять, что им нужно, там, допустим, на данный момент в перспективах, какие у них там пожелания и так далее. Опять же, мы динамично развиваемся, у нас есть много планов, которые требуют согласования с ними. Вот, это нравится. К тому же, это банально просто весело, потому что наши игроки самые, по-моему, веселые на всей сцене, как мне кажется. Вот. Это безусловно так. Два новых игрока, один точно новый, второй такой старый новый. Что ты можешь сказать про Акбара? Я думаю, что тебе удалось немножко с ним пообщаться. То есть мы пока сидели сейчас за столом во время завтрака, это человек, который сидел слева от меня и произнес ровно 5 слов, там, не знаю, за, наверное, 45 минут.
На самом деле в игре все совершенно по-другому. Честно говоря, ну, боюсь перехвалить, но мы очень довольны вот тем, что Акбар с нами, потому что он очень много дополнил вообще вот в игре. Мы смотрели часто, да, вот когда ребята были на буткемпе, когда они играли отборочные на TI, очень много он привнес в команду вместе, в общем-то, и с Ваней. И в игре он намного разговорчивее, чем в жизни. Вот. Но вообще сам по себе парень очень такой доброжелательный, веселый, добродушный. Ну, у нас только пока вот одни позитивные эмоции насчет того, что он с нами. Ну, это замечательно. Вернемся к китайскому турниру, когда Ваня не смог получить визу, не смог поехать. Были ли мысли о том, что стоит отказаться от поездки, или все так произошло спонтанно, быстро, что даже и подумать не успели? Ну, в данном случае вообще такие мысли были, но, скажем, временные рамки, в которые мы были поставлены, они не позволили нам принять это решение, потому что мы были уверены, что, ну, что визу нам задержали, но мы были уверены, что мы ее получим. Вот. И опять же, мы не думали, что ее задержат выдачу аж на неделю. Если бы мы, конечно, это там понимали, то, естественно, мы бы отказались от этой поездки. Но так как ребята уже прилетели в Китай, то мы все-таки думали уже Ваню дослать потом, но, к сожалению, да, не получилось. То есть, я правильно понимаю, если бы Ваня не получил визу, вот он, по-моему, французское посольство я там видел, то сюда бы вы не поехали? Да, сюда мы не поехали. Хорошо, ты на DreamHack первый раз? Да. И вот, ну, пока на самом турнире ты не был, ну, то есть дорога, там, отель, какие вот начальные эмоции у тебя сейчас? Ну, изначально немножко мы были, то есть мы приехали где-то в половину второго ночи вообще в Йонкопинг и немного удивились вообще тем, что город живет сумасшедшей жизнью. Уйма велосипедистов ночью гоняли по всему городу, уйма каких-то веселых, не знаю, там выпивших, не выпивших людей, но очень веселых. Гостиница полностью кишит геймерами, все так, ну, ощущение молодежного фестиваля на самом деле. Это да. Гостиница, в принципе, ну, аккуратненькая, маленькая, есть плюсы, есть минусы, но более-менее. Это лучшее, на самом деле, что может быть, учитывая близость непосредственную к венью. Мне кажется, что это хороший вариант. Но вообще ощущение прекрасное, вот именно молодежного фестиваля, праздника гейминга. Праздник гейминга, отлично. Ну, помимо DreamHack, я думаю, что на нескольких турнирах, там, я знаю, что ты и в Китай ездил с командой, ну, побывал с ребятами. Какие основные проблемы существуют вот среди игроков, наверное, там, ну, может быть, там дисциплина или еще что-то, которое ты можешь выделить? Именно среди игроков. Ну, иногда это может быть дисциплина, но опять же, то есть это больше задача уже менеджера всех там вовремя собрать и так далее. Не без проблем, но все, в общем-то, парни там не особенные какие-то там люди, они такие же, как и все, но я так не могу сказать, какие-то проблемы есть ли. Как у всех, в общем-то, как у всех игроков, как у всех команд, ни больше, ни меньше, но не могу ничего выделить такого конкретного. Хорошо. Насколько я знаю, Нави сейчас очень сильно усиливают штат в киевском офисе, там много довольно новых людей приходит. Какой вектор развития для себя команда выбрала там на ближайшее время? Ну, то есть есть ли какой-то четкий вектор развития, или вы пока еще пытаетесь определиться с ним? Есть вектор развития. Мы, ну, так как мы являемся и в маркетинге, да, развиваемся достаточно серьезно, то у нас сейчас есть два такие основные направления, собственно, это маркетинг и спорт. Вот. Маркетинг мы уже там добиваем, и сейчас серьезно занимаемся вот спортивной частью. Есть у нас много хороших планов, но я, к сожалению, пока, наверное, не могу об этом говорить. Вот. Но серьезные планы есть именно по фундаментальному развитию спортивной части, как Нави, так вообще в целом, в общем-то. То есть нам есть что предложить и другим командам, в частности, глобально. Ну, надеюсь, что это не будет как история с Navi US. Замечательно. Ну, я так понимаю, по роду своей работы тебе, ну, не знаю, может быть, приходится, может быть, нет, тесно работать, пересекаться там с Сашей из Zero Gravity.
Да, приходится. Ну и вы довольно давно друг друга знаете, то есть, по твоему мнению, ну как бы Саша, понятно, что изменился там от геймера обычного до там руководителя Нави. С точки зрения именно как бы, руководства Нави, он сейчас принимает какое-то участие? Снизилось ли оно там за последние 2-3 года? Сам ли он хочет отойти? Вообще, что вот происходит с Сашей, грубо говоря? Ну, скажем, Саша принимает стратегические решения. У нас появилась, так назовем, прослойка, да, топ-менеджмента в своих направлениях, которые имеют, ну, все, в общем-то, инструменты и возможности принимать самостоятельные решения. Однако мы собираемся, у нас есть там раз в месяц, там, допустим, встречи, да, глобальные, где мы садимся, очерчиваем планы наши либо на следующий месяц. У нас есть, конечно же, стратегические планы более такие во времени растянутые. Вот, подводим какие-то итоги прошедшего периода, ставим задачи на следующий период и, в общем-то, работаем. Ну, Сашина участие сейчас, в общем-то, понизилось существенно в спортивной части, там он меньше решений принимает, в маркетинге тоже, да вообще во всех вопросах, то есть он сейчас намного меньше участвует в этом всем, в основном просто нам как вождь показывает, там, куда идем там, и так далее, и все. В интернете есть такое мнение, что если Саша Zero Gravity снова начнет ездить с командами, с дотерами, с КСерами, то есть у Саши есть такое качество, что он может убедить людей в том, что они могут совершить невозможное, по их мнению, то команды снова начнут выигрывать. Вот, что ты думаешь по этому поводу? И стоит ли, по твоему мнению, Саше взяться за это и попробовать? Ну, то, что Саше надо взяться, это точно. А насколько это будет эффективно, тут сложно сказать, 50 на 50, потому что команда — это достаточно сложный организм. Это прежде всего 5 индивидуально, скажем, да, индивидуумов, да, людей, личностей, которые должны найти прежде всего друг с другом общий язык, найти общее видение того, куда они хотят, чего они хотят достичь, куда они хотят прийти. И, ну, скажем, прежде всего это методология работы, да, тренировки и так далее. Вот. Саша больше привносит такую моральную составляющую, да, и это тоже немаловажно, это тоже очень помогает ребятам и так далее. Но в принципе этим же занимаются, в общем-то, и менеджеры, и вот методика работы с командами продолжает оттачиваться, поэтому, ну, в данном случае могу сказать только, что присутствие Саши точно не помешает, но насколько оно может вот повлиять в лучшую сторону, тут сказать сложно. Ну, ты с Нави довольно давно. С 2012 года. С 2012 года, это, ну, не так давно, 3 года. По твоему мнению, какой самый большой успех именно с точки зрения организации Нави добились вот за эти 3 года? Ну, пожалуй, то, что мы не сдохли вообще. Ну, скажем, были такие? Ну, мы на самом деле, то есть киберспорт и многие команды, которые были у всех там на устах, да, которых сейчас не существует. Нави — команда, которая в итоге выросла, в общем-то, из ничего, да. У нас нет за спиной, не было там каких-то, ну, больших денег, скажем так. То есть, по сути, это команда, которая была создана усилиями, в общем-то, самих геймеров, да, там, Саши и так далее. И это прежде всего является большим успехом, что мы находимся здесь, вот где мы есть, что мы развиваемся, и, ну, и у нас большие планы, в общем-то, на все. Поэтому я считаю, это самый главный успех. Спортивные успехи, ну, всегда есть подъемы, там всегда есть какие-то такие не очень, да, даунстрики, но, опять же, это дело наживное, мы видим это, мы наблюдаем, и мы работаем над тем, чтобы, в общем-то, чтобы улучшить, чтобы где мы проседаем, вернуться опять в топ и так далее. В принципе, сейчас, на данный момент, в общем-то, все наши команды, я считаю, находятся на подъеме, так или иначе. Несмотря на там какие-то фактические результаты, я вижу по динамике, вообще по тому, что происходит в коллективах, что как парни общаются, как они вообще, что они думают, реально у меня очень хорошее вот предчувствие.
Твое личное ощущение от того, как киберспорт изменился? То есть, ну, конечно, больше позитива, это понятно, но, возможно, там, ну, я лично для себя нахожу и какие-то негативные моменты, там, ну, все там в деньги начало упираться. То есть, вот что ты можешь сказать об этом? Ну, я могу сказать, что намного ужесточилась конкуренция. Раньше... Ну, то есть, если на уровне игроков эта конкуренция, в принципе, осталась на прежнем уровне, они все являются, вот там, кто-то дружит, да, хорошо общается и так далее, это никак не влияет там на их отношения, они становятся противниками только в игре, то если говорить с точки зрения организации, чувствуется все-таки, что, ну, вот с появлением, в общем-то, и больших денег, и, ну, прежде всего, скорее всего, с появлением больших денег, чувствуется вот нам усиливающаяся конкуренция, и это влияет иногда и на какие-то отношения, на какие-то там, если это есть какой-то там кейс, там, да, какой-то вот конкретная ситуация, возможно, там как-то в прошлом, да, там кто-то по отношению к кому-то другому поступил бы по-другому. Вот, поэтому, ну, пожалуй, только это, потому что, ну, если раньше как-то киберспорт для всех был вот чем-то таким хобби, да, то есть какой-то общей идеей, то сейчас это постепенно, ну, превращается в бизнес, в общем-то. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это просто так, как есть. Пожалуй, возможно, для киберспорта, чтобы развиваться, ну, это нужно вот так. Ты сам пуляешь во что-нибудь? Да, КСик иногда поигрываю, в общем-то, да. В дотку? Нет, дотку не рублюсь. Но смотрю. Ну, уже ничего, уже начало. Хорошо, Игорь, у нас небольшое такое отступление. Мы еще будем, ну, я конкретно буду брать интервью почти у всех русскоязычных игроков Нави. И, возможно, есть один или, может быть, даже два игрока, у которых ты хотел что-то узнать, но боишься спросить. И ты можешь сказать вопрос мне, а я в интервью адресую этот вопрос уже человеку. Я не буду говорить, что от тебя, но если он посмотрит интервью, он узнает. Ну, я просто не знаю, насколько наши фанаты в теме, но я бы хотел узнать у Дани, когда же он будет браться, и у Дани Зевса. Ну, у него есть, да, у него есть любимая фраза, что надо браться. Вот. А за что браться? Вот это не знает никто, не знаю, может быть, да. Ну, остальное я, конечно, не готов. Подумаю. Хорошо, Игорь, спасибо тебе огромное за интервью, за то, что нашел время. Я думаю, что самое уже пора передавать приветы, пожелания, благодарности. Ну, во-первых, спасибо всем нашим фанатам, которые болеют за нас, несмотря ни на что, за то, что вы остаетесь с нами. Спасибо нашим спонсорам, что вы нам помогаете развиваться дальше. Оставайтесь с нами, мы постараемся и приложим все усилия побеждать и доставить вам уйму удовольствия. Спасибо. Спасибо, Игорь. Удачи на турнире. Спасибо.